Когда полицейский находит плачущую девочку в мусорном баке, он, не колеблясь, спасает ее, но вскоре понимает, что она именно то, чего ему не хватало в жизни. Он начинает процесс официального удочерения девочки. Годы спустя он испытывает самый страшный страх в своей жизни. Солнце уже начинало всходить, когда усталый Том направился от машины к своему дому. Он только что закончил свою ночную патрульную смену в местном полицейском участке и был готов ко сну. Проходя мимо мусорного контейнера, он услышал странный шум, но сначала подумал, что это просто крысы или другие существа роются в мусоре. Но затем он снова услышал шум и остановился как вкопанный. Он был уверен, что только что услышал безошибочный крик ребенка. Он стоял неподвижно и молча, ожидая, что шум повторится. Когда он услышал его снова, то понял, что это определенно был плач ребенка. Том поспешно побежал к ряду мусорных контейнеров, пытаясь определить источник шума. Когда он поднял крышку самого дальнего контейнера, то застыл в шоке. На куче мусора лежал завернутый в одеяло ребенок. Том быстро вытащил малышку из мусорного ведра, держа ее за розовое одеяльце и пижаму в цветочек. Он догадался, что это девочка. Он обнял ее и успокаивал несколько минут, пока она не перестала плакать. Затем Том осторожно положил ее на землю и осторожно развернул одеяло, проверяя, нет ли каких-нибудь повреждений. Руки девочки продолжали тянуться к нему, и на ее лице появилась легкая улыбка. Довольный тем, что не обнаружил никаких повреждений, он снова завернул ее и решил отвезти в больницу. В больнице медсестры подтвердили, что девочка здорова. Однако, поскольку у девочки не было законного опекуна, им пришлось сообщить властям, которые, скорее всего, поместили бы малышку в детский дом, если бы не смогли найти ее родителей. Том посмотрел на девочку, которую он только что спас, и ему была невыносима мысль о том, что она будет воспитываться в приемной семье. В девочке было что-то такое, что полностью покорило его, и он точно знал, что хочет сделать. Когда социальный работник приехала в больницу, он сказал ей, что хочет удочерить девочку. Социальный работник был потрясен. Это была очень необычная ситуация, и у нее не было опыта в подобных делах. Однако она сказала Тому, что если он пройдет все проверки и родители ребенка не будут найдены, то малыш может остаться с ним в приемной семье, пока он не начнет официальный процесс усыновления. Том был в восторге от этой новости и, не теряя времени, приступил к процессу. Поскольку он был офицером полиции, проверки прошли гладко. Том всегда был образцовым гражданином и выдающимся полицейским, и в его послужном списке не было ничего, что помешало бы ему стать приемным опекуном ребенка. Когда все будет готово, он сможет начать сложный и длительный процесс усыновления. Но Том был готов сделать все возможное, чтобы официально удочерить девочку. Взяв малышку на свое попечение, он решил назвать ее Эдди в честь своей бабушки, с которой он был очень близок, но которая, к сожалению, скончалась всего год назад. Хотя может показаться, что именно Том спас Эдди, правда заключалась в том, что девушка тоже спасла его. У Тома было несколько тяжелых лет. Он был помолвлен с любовью всей своей жизни, Софией, и до свадьбы оставалось 2 недели, когда он увидел ее с другим мужчиной. Когда он столкнулся с ней лицом к лицу, она призналась, что у нее было несколько романов, и Том тут же все прекратил. София была единственной женщиной, которую он когда-либо любил, и когда она исчезла и оставила его в их доме после разрыва, он не смог вынести постоянных напоминаний о жизни, которую они вели вместе. Поэтому он попросил о переводе на работу. Вот так он оказался в новом городе, привыкая к совершенно новой жизни. Он отдалился от друзей и семьи и все еще пытался привыкнуть к своим новым коллегам. В последнее время он чувствовал себя одиноким и подавленным. Но теперь, когда ему пришлось заботиться об Эдди, он почувствовал, что у него снова появилась цель. Хотя процесс усыновления был трудным,
осознание того, что Эдди станет его дочерью, того стоило. В больнице посчитали, что девочке около 8 месяцев, но не зная точного дня ее рождения, Том решил отметить день, когда он спас ее, как ее день рождения. Несколько месяцев спустя Том наконец получил разрешение официально усыновить Эдди. Новоиспеченный папа был в восторге и чувствовал, что теперь он может начать новую жизнь со своей дочерью. Быть отцом-одиночкой, работая офицером полиции, было нелегко, но, к его удивлению, его новые коллеги сплотились, чтобы помочь. Они порекомендовали ему лучший детский сад, а его начальник даже согласился не давать ему ночных смен, пока он привыкал к своей новой жизни. Том никогда не видел ничего лучше, чем наблюдать за взрослением Эдди. Он любил свою дочь так, словно она была его биологической дочерью. Несмотря ни на что, они были отцом и дочерью. Когда она впервые назвала его папой, Том был уверен, что никогда в жизни не будет чувствовать себя счастливее. Он дал ей самую лучшую жизнь, подготовил к школе, позаботился о том, чтобы ее навыки чтения и письма были на самом высоком уровне. Он брал ее в самые невероятные однодневные поездки и копил деньги на их первый отпуск. Иногда Том чувствовал себя виноватым из-за того, что у Эдди не было матери, но у него не было желания встречаться с кем-либо после того, что случилось с Софией. Все свое время он посвящал воспитанию своей маленькой девочки. В нужное время он все объяснит. Но сейчас все, что ей нужно было знать, это то, что они вдвоем против всего мира. Шли годы, и Том видел, как Эдди пошла в школу, завела друзей, у нее появились хобби и интересы, и она стала лучшей дочерью, о которой он только мог мечтать. Но незадолго до ее 10-летия случилась трагедия. Эдди и ее одноклассники были в поездке, когда автобус, в котором они ехали, был сбит грузовиком. Удар был настолько сильным, что все, кто находился в салоне, получили серьезные травмы. Грузовик столкнулся лоб в лоб с автобусом, а Эдди сидел прямо впереди, поэтому основной удар пришелся на девушку. Когда спасатели наконец добрались до нее, она была без сознания. Ситуация становилась все хуже. В больнице Эдди впал в кому, и его пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения. Когда Том узнал об аварии и состоянии Эдди, он в шоке уронил телефонную трубку и разрыдался. Его босс велел ему ехать прямо в больницу и ждать столько времени, сколько потребуется. Тома так сильно трясло, что коллега предложил отвезти его в больницу, опасаясь, что он тоже может попасть в аварию. Когда Том увидел Эдди, лежащего на больничной койке, его сердце было разбито. Его маленькая принцесса выглядела такой маленькой и уязвимой среди всех этих больших шумных машин, окружавших ее. Том знал, что ни за что не оставит ее, пока она полностью не поправится. Администрация больницы согласилась разместить Тома в одной палате с Эдди, чтобы он всегда мог быть рядом с дочерью. Забежав домой за вещами, он оставался рядом с Эдди весь день. Каждый день. Даже зная, что она была без сознания, Том верил, что какая-то часть Эдди знала, что ее отец был рядом. Поэтому он провел весь день, разговаривая с ней, читая вслух ее любимые истории и строя планы на то, что они будут делать, когда она поправится. Однако очень часто медсестры находили Тома плачущим возле палаты Эдди. Было ясно, как много она для него значила, и медсестры были тронуты любящим отцом, который хотел оставаться позитивным в присутствии своей дочери, даже если она не могла его слышать. Через 2 недели после аварии врачи сообщили Тому ужасную новость. Они сообщили ему, что Эдди никогда не оправится от полученных травм, и единственное, что поддерживает в ней жизнь, это аппарат жизнеобеспечения. Они сказали, что было бы лучше отключить аппарат жизнеобеспечения и отпустить ее с миром. Том не хотел ничего из этого, хотя и не мог бросить свою дочь.
Точно так же, как его маленькую девочку бросили, когда она была совсем маленькой. Она была маленьким бойцом и справилась бы с этим. Том умолял врачей оставить Эдди на аппарате жизнеобеспечения. «Вот увидите, она очнется», — сказал им убитый горем отец. Доктор сжалился над парой и решил еще немного подождать с этим вопросом. Чем дольше Эдди оставался без сознания, тем больше Том понимал, что его ребенок не проснется. Но Том никогда не терял надежды. На ее десятилетие он написал ей открытку и подарил воздушный шарик. Он сказал ей, что когда ей станет лучше, он возьмет ее с собой в путешествие по Африке. Девочка была большой любительницей животных и всегда спрашивала о поездке на сафари. Он пообещал ей, что осуществит ее мечту, если она проснется. В ту ночь, через 10 лет после того, как Том вытащил Эдди из мусорного бака, он лежал в больничной палате и плакал, пока не заснул. Но несколько часов спустя он проснулся от сильного шума в палате. Когда один из врачей заметил, что Том сидит на кровати, он радостно сообщил ему, что Эдди проснулся. Он, несомненно, видел сон. Но когда Том вскочил с кровати и подошел к кровати своей дочери, он увидел, что это был не сон. Его драгоценная девочка проснулась. Том бросился к Эдди и крепко поцеловал его в лоб. По щекам его текли слезы. Но девушка просто ответила ему испуганным и растерянным взглядом. Она понятия не имела, кто он такой. Он чувствовал себя так, словно снова потерял свою дочь. Врачи объяснили, что Эдди нужен отдых. Потеря памяти и спутанность сознания были совершенно нормальными на этом этапе, и они надеялись, что под их присмотром девочка скоро узнает своего отца. Эдди потребовалась почти неделя, чтобы произнести свое первое слово. Том сидел в кресле и читал вслух одну из ее любимых книг, когда девочка проснулась и повернулась к нему. «Папа?» – тихо спросила она. Том обнял Эдди и крепко прижал к себе, не желая отпускать. Его маленькая девочка вернулась. Прошел еще месяц, прежде чем Эдди смогли выписать, но ее выздоровление было далеко от завершения. Том посвящал все свое время уходу за ней, водил ее на приемы и продолжал ее реабилитацию дома. Спустя почти год после несчастного случая Эдди стала намного лучше. Когда семья ужинала, она повернулась к Тому и спросила: «Папа, а можно нам сейчас поехать на это сафари?» Он был ошеломлен. Из-за всего, что произошло, он почти забыл, что на ее 10-й день рождения пообещал дочери поездку в Африку, если она проснется. Он был удивлен, что она вспомнила. Том не терял времени даром, планируя путешествие всей их жизни. Всего месяц спустя они сели в самолет, готовые отправиться в путешествие по Африке. Эдди был в восторге, а Том был вне себя от радости, увидев, что его дочь снова улыбается. Та-та-ца. К сожалению, поездка была обречена с самого начала. Отец и дочь только что сошли с трапа самолета в Африке, когда их окружили полицейские. Полицейские повалили Тома на землю и надели на него наручники. Девочка кричала и плакала, когда двое полицейских пытались успокоить ее и увезти с места происшествия. В конце концов, она пошла добровольно, но была напугана и понятия не имела, куда они увезли ее отца. Они и не подозревали, что полиция ждала известного торговца детьми, который, как предполагалось, летел вместе с девочкой, незаконно вывезенной из Соединенных Штатов. Том соответствовал описанию контрабандиста. Что осталось незамеченным, так это то, что у контрабандиста были связи повсюду. Он узнал об этом плане в последний момент и отменил свои планы на поездку, оставив Тома единственным одиноким мужчиной на борту с ребенком. Том пытался объяснить, что Эдди – его дочь, и даже показал все документы, которые у него были, подтверждающие, что он был офицером полиции в США. Но полиция ему не поверила. Они думали, что высокопоставленному преступнику будет легко подделать эти документы. Том настоял, чтобы они позвонили его боссу, и даже дал им номер телефона, который подтвердил бы его личность и тот факт, что он
офицер полиции. Однако африканская полиция предположила, что это была тщательно продуманная ложь. Когда мужчина настаивал на том, что девушка, с которой он путешествовал, была его дочерью, полиции пришла в голову идея, которая, по их мнению, могла бы уладить дело раз и навсегда. Они хотели провести анализ ДНК. Когда Том узнал об этом плане, началась паника. В суматохе он не объяснил, что Эдди была усыновлена. Теперь казалось, что он оправдывается. Он пытался объяснить, что не лгал, но Эдди не была его биологической дочерью. Он удочерил ее, когда она была маленькой. Однако полиция была заинтересована только в их плане, полагая, что Том лжет. Они работали над этим делом несколько месяцев и надеялись на повышение, если Том окажется контрабандистом. Поэтому они взяли образцы ДНК у Эдди и Тома и отправили их на анализ. Об Эдди позаботились в безопасном месте, но она беспокоилась, потому что никто не объяснил, что происходит. Никто не слушал, когда она настаивала, что арестованный мужчина был ее отцом. Тем временем Том знал, что тест ДНК даст отрицательный результат, и когда это произойдет, у него возникнут серьезные проблемы. Отрицательный результат теста будет означать, что Эдди – его дочь. Но если бы он сказал, что они не состоят в биологическом родстве, полиция заподозрила бы его в контрабанде детей. Через несколько дней пришли результаты анализа ДНК. Когда полиция показала результаты Тому, он был потрясен. Тест показал, что Эдди на 100% является его биологической дочерью. Но это было невозможно. Он нашел ее плачущей в мусорном баке и спас. Теперь они говорили ему, что она биологически его дочь. Осознав свою ошибку, полиция связалась с начальником Тома, который подтвердил его личность и место работы. Том и Эдди были немедленно освобождены и воссоединились. Они были разлучены всего 5 дней, но после того, как однажды чуть не потеряли ее, казалось, что они были в разлуке всю жизнь. Теперь единственное, чего они оба хотели, это вернуться домой. Весь обратный полет Том думал только об одном. Как результат теста ДНК оказался положительным. Учитывая то, как они вели дело о торговле детьми, Том предположил, что они каким-то образом испортили и тест ДНК, но он не мог выбросить это из головы. Он должен был убедиться. Итак, на следующий день после возвращения в США Том отвез Эдди в больницу, где оплатил ее собственный тест ДНК. Независимо от того, что он показал, Эдди была его дочерью. Но если результат окажется положительным, Тому придется о многом задуматься. 2 дня спустя Том вернулся в больницу, и ему вручили конверт с результатами. К его удивлению, анализ ДНК еще раз подтвердил, что биологически Эдди была его дочерью. Вернувшись домой, Том переварил эту новость. Софи была единственной женщиной, с которой он был близок за последние 12 лет. В отличие от нее, он хранил ей верность. Этому могло быть только одно объяснение. Когда Том бросил ее, Софи, должно быть, была на ранних сроках беременности. У него всегда было легкое подозрение, что Софи все еще наблюдает за ним, но у него не было желания возвращаться к ней и снова разбивать себе сердце. Должно быть, она решила, что ребенок от него, и выследила его, оставив ребенка в мусорном баке, чтобы он его нашел. В тот день, когда Эдди вернулась домой из школы, Том прижался к дочери. Она была его плотью и кровью, и, несмотря ни на что, они воссоединились. Эдди обняла ее в ответ, но подумала, что отец просто слишком опекает ее. После всего, что случилось в последнее время, Том так и не сказал ей, что ее удочерили, и теперь эта история стала еще более интересной. Он ждал, пока она немного подрастет, но теперь Том почувствовал, что пришло время рассказать своей маленькой принцессе
правдивую историю ее жизни. Теперь дело за вами. Как, по-вашему, Эдди отреагировала на эту новость? Как вы думаете, правильно ли поступил Том, не сообщая ей, что ее удочерили? Нам бы хотелось услышать ваше мнение. Итак, оставьте комментарий ниже. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.